Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич, я сертифицированный нутрициолог и также обладаю своим личным результатом снижения веса на 55 килограммов. Да, сейчас мне тоже не верится, что когда-то мой вес составлял огромные 120 килограммов. Сегодня мы с вами проведем опять практическое занятие. Приготовим вкусные, простые и идеально подходящие для здорового снижения веса блюда из кабачков. Летние блюда – это быстрые блюда. Приготовим с вами первый рецепт из кабачков без мяса. Я взяла один сладкий перец и нарезаю его средним кубиком. В разогретое масло отправляем кубики нашего сладкого перца. Растительного масла я взяла 1 столовую ложку. Конечно же, для блюда с кабачком нам понадобится один кабачок. У меня он молодой, среднего размера. Кубики кабачка также отправляем в сковороду к сладкому перчику. И теперь на огне выше среднего я буду обжаривать 7-10 минут. Еще у меня один красивый, сочный, сладкий розовый томат. Нарезаю его сначала на пластинки, а затем нарезаю кубиком. Кабачки у нас обжарились со сладким перчиком. Добавляем кубики томатов. Вы заметили, я еще не солила. Сделаем это чуть позже. Огонь я убавила до среднего. Сейчас я все хорошенько перемешиваю и оставлю еще на среднем огне на пару-тройку минут. На 2 порции нашего ужина из простых продуктов я взяла 4 куриных отварных яйца. Нарезаю кубиком. К нашим овощам добавляем кубики яиц. Вот теперь настало время посолить. Делаем это, конечно же, по вкусу. Немного перчу. Придадим итальянский акцент. Я добавляю базилик и орегано. Вы, кстати, можете использовать не сухие приправки, а свежие. Уже отлично. Нам остается всего лишь перемешать вот такую летнюю вкусноту. Это прямо-таки, девчата, ответ на вопрос. Маша, я пришла с работы и у меня в холодильнике ничего нет. И я съела бутерброд. Вот, девочки, теперь если у вас вдруг кажется, что чего-то нет, берем самые простые сезонные овощи и готовим вкусноту. Итак, я все перемешала. Накрываю крышкой и оставляю на огне ниже среднего на 5-7 минут. Прошло 7 минут, открываем крышку. Ароматный, сочный, вкусный, быстрый ужин готов. Сервируем наш ужин с вами на тарелку. Напоминаю, мы с вами приготовили на 2 порции. То есть это тот случай, когда ужин можно разделить с другом, либо с другим близким человеком, либо просто закрыть вопрос приготовления ужина для себя на завтра, так как на завтра ужин у нас с вами уже есть. Такое летнее блюдо отлично сочетается со сметаной. Я добавляю чайную ложку, у меня сметана 20% жирности. Вес моей порции на ужин 417 граммов. Прямо сейчас, девчата, не упустите, есть уникальная возможность попробовать целую неделю моего закрытого клуба снижения веса абсолютно бесплатно. Обязательно переходите по ссылке в описании к этому видео, также будет в закрепленном комментарии. Ты получишь меню, мое авторское, вкусное, классное, разнообразное меню на целую неделю. Также ты пройдешь интенсив, чтобы раз и навсегда все моменты, которые у тебя не закрыты, это сколько пить воды, а что есть, что не есть и так далее. Все эти моменты в рамках недельного интенсива ты закроешь. А дальше, конечно же, ты сможешь пойти уже на платную версию клуба для того, чтобы улучшить свои результаты, сохранить их и, конечно же, быть всегда на связи со мной, потому что поддержка сообщества – это просто невероятно. Так что обязательно тебя жду на демо-неделе. Если уже готова вступить на полную версию клуба, также оставлю для тебя ссылку. Ну и для тех, кто любит готовить по моим рецептам, напоминаю, что мои электронные книги в формате PDF можно также приобрести по ссылке в описании к этому видео. А мы уже готовим рецептик номер 2. Я взяла 1 луковицу, нарезаю ее на средний кубик. На дно сковороды я налила уже столовую ложку растительного масла и отправляю кубики лука обжариваться. Конечно же, лето – это время овощей. Я взяла половинку красного сладкого перца и нарезаю его сначала на соломку, а затем нарезаю мелким кубиком. Сладкий перчик соединяем с луком. Сейчас можно немного поперчить, что я и делаю. Перчим, конечно же, по вкусу. Теперь перемешиваю и оставляю также пассероваться на среднем огне. И вот наш главный герой кабачок. Я взяла один средний, конечно же, молодой. Также нарезаю кубиком около 1 сантиметра. Один средний баклажан также нарезаю кубиком. Также отправляем в сковороду к луку и перчику. Сразу солю, обратите внимание, потому что сок кабачка нам пригодится. Мы будем использовать его как соус. Посолила. Теперь перемешиваю и буду готовить на среднем огне.
У нас 300 граммов филе грудки индейки. Вы же можете использовать филе куриной грудки. Нарезаю сначала на полосочки, теперь нарезаю кубиком, а затем с помощью острого ножа, это важно, готовлю рубленый фарш. Рубленый фарш готов, самое время его заправить специями, солю, перчу, добавляю базилик и немного орегано. Вы же можете использовать свои любимые специи. Теперь все это дело хорошенечко вымешиваю. Фарш я пока убираю в сторону и в это время займусь томатом. Также нарезаю его сначала на пластинки, а затем нарезаю мелким кубиком. Кубики томатов также добавляю к нашим овощам. Теперь еще раз солю уже по вкусу наш соус. Добавляю гранулированный чеснок. Вы же можете просто зубчики чеснока пропустить через пресс. Огонь я сделала выше среднего. И теперь перемешиваю наш будущий классный, шикарный, очень простой и вкусный летний овощной соус. Прошло 5 минут. Томаты отлично пассеровались. Добавляю столовую ложку сметаны. У меня 20% жирности. Добавляю 200 мл воды. Перемешиваю. Огонь я сейчас увеличила до самого большого, для того, чтобы наш соус закипел. Я сделала все фрикадели. Нам остается накрыть крышкой и оставить на среднем огне на 5 минут. Прошло 5 минут. Теперь делаем самое важное. Окунаем наши тефтели или фрикадели в наш шикарный овощной соус, для того, чтобы они напитались всеми вкусами и ароматами лета. Накрываю крышкой и оставляю еще на 5 минут на среднем огне. 5 минут прошло, открываем крышку. Ах, шикарные вкуснейшие тефтели для тех, кто скучал по котлеткам, готовы. И, конечно же, такое блюдо не только вкусное и понравится всей вашей семье, оно также идеально подходит для снижения веса. У меня получился выход на порцию 5 тефтелек фрикаделек и, конечно же, большое количество нежного, вкусного, ароматного овощного соуса. Вес нашей порции на ужин тефтелей в овощном соусе 407 граммов. Приятного аппетита! А мы с вами готовим рецепт уже номер 3. Лук нарезаю сначала на полукольца, затем мелким кубиком. На сковороде я разогрела 1 чайную ложку растительного масла. Отправляем пассероваться лук и морковку. Один небольшой молоденький кабачок нарезаю сначала на ломтики, затем мелким кубиком. Кубики кабачков соединяем с луком и морковкой. Перчу, делаем это по вкусу. Перемешиваю и оставляю пассероваться на среднем огне на 5-7 минут. Овощи поджарились, прошло уже 7 минут. Добавляю зеленый горошек, у меня замороженный. Следом добавляю 40 граммов гречки, я ее, конечно же, заранее промыла. Солю, делаем это по вкусу и добавляю 200 мл воды. Все хорошенечко перемешиваю. Я увеличила огонь до максимального, для того, чтобы наш овощной соус с гречкой закипел. После закипания делаю средний огонь, накрываю крышкой и оставляю на 10-15 минут до готовности гречки. Прошло 15 минут, наш ужин уже полностью готов, остаются самые маленькие штрихи. Я посыпаю натертым сыром, я использую сыр моцарелла. Вы же можете использовать любой сыр, который есть у вас дома. Если соблюдаете пост или по каким-то причинам не употребляете продукты животного происхождения, то можно использовать сыр тофу. Накрою крышкой и оставлю на пару минут для того, чтобы сыр расплавился. Наш простой, вкусный и отлично подходящий для здорового снижения веса ужин готов. Остается его сервировать на тарелочку. Отправляем наш вкуснейший ужин на тарелку. Получается, как всегда, ингредиенты самые простые, доступные, но, устроив вот такое интересное сочетание, мы очень просто, быстро, легко получаем вкуснейший ужин. И даже те привереды, которые вдруг до сих пор не любят кабачки, я уверена, их очень полюбят. Вес щедрой порции на ужин 437 граммов. А мы с вами готовим уже рецепт номер 4. Он будет постным. Нарезаю соломкой сладкий перчик. И отправляем его на сковородку. Масло я уже разогрела на среднем огне. Кабачок нарезаю тонкой соломкой. Соединяю со сладким перчиком. Перчу. Делаем это по вкусу. Перемешиваю и буду пассеровать на среднем огне около 5 или 7 минут. Прошло 8 минут, овощи отлично обжарились, добавляю 40 граммов чечевицы. Это у нас с вами на одну порцию. Солю, делаем это по вкусу. Добавляю 200 мл воды. Все аккуратненько перемешиваю, накрываю крышкой и оставляю на среднем огне после закипания на 15 минут.
Прошло 15 минут, наш вкусный постный ужин с чечевицей и кабачками готов. Нежный, сочный, чечевица получается бархатистая, а кабачок такой нежный, вкусный, ароматный. Кстати, обыграть этот рецепт можно замечательно. Допустим, вы добавите какие-то свои любимые приправы и специи, базилик, орегано, копченую паприку, и, конечно же, будет еще вкуснее и ароматнее. Вес ужина постного чечевица с кабачком 294 грамма. Ну и, конечно, классика. Приготовим рецепт номер 5. Кабачковые оладьи. У меня 250 граммов кабачка. Натираю на крупной терке. Добавляю к кабачкам чайную ложку соли. Перемешиваю и оставляю на 5 минут для того, чтобы они отдали лишнюю жидкость. Прошло 5 минут, лишнюю жидкость с кабачков я убрала, добавляю специи. У меня базилик, орегано и чеснок гранулированный. Вы можете использовать любые ваши любимые специи. Добавляю 2 куриных яйца, 150 мл теплого кефира. И теперь аккуратно перемешиваю все ингредиенты с помощью венчика. Добавляю 100 граммов муки, я ее заранее просеяла. Также я добавила половину чайной ложки разрыхлителя и половину чайной ложки соды. Когда все ингредиенты перемешала, добавляю столовую ложку растительного масла и перемешиваю еще разок. Сковороду я хорошенько разогрела на среднем огне и добавила 1 капельку масла, больше нам не понадобится. Оладушек отправляю и накрываю крышкой. Теперь готовлю на среднем огне 1-2 минутки. У меня прошло 3 минуты. Вот таким ноздрястым выглядит оладушек, который пора уже переворачивать. Переворачиваю и также накрываю крышкой. Со второй стороны нужно жарить чуть меньше, минутку или 2. 2 минуты прошло, наш румяный оладушек готов. Отправляем его на тарелочку, и таким образом я пережарю все наши оладушки. У меня получилось 4 вот таких красивых ноздрястых румяных оладушка. Давайте посмотрим, какие они красивые, просто чудесные, нежные, при этом они отлично пропеклись и идеально подойдут к завтраку. Напомню, что завтрак у нас с выпечкой не чаще 2 раз в неделю и порция до 200 граммов. Обязательно приготовьте летом такие классные и вкусные кабачковые оладьи. Сегодня мы с вами приготовили 5 чудесных, простых и очень вкусных рецептов из кабачков. Я уверена, они займут достойное место в вашем летнем меню. Если вам понравилось это видео, обязательно оцените нашу работу, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео в соцсетях и, конечно же, переходите по ссылке в описании, там также есть ссылка на мой телеграм-канал. Каждую неделю провожу прямые эфиры о снижении веса. До встречи! С вами была Мария Мироневич.